Корпус из нержавеющей стали, легкий и тонкий дизайн. Большой экран диагональю в 1,91 дюйма, более 100 видов циферблатов, операционная система ZEP версии 3.0, магазин приложений, поддержка Amazon Alexa, поддержка более 120 видов тренировок, постоянный мониторинг пульса, SPO2, уровня стресса, мониторинг сна и время автономной работы до 11 суток. Обо всем этом я прочел, разумеется, в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Bip 5 Unity. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой небольшой упаковке из тонкого картона, упаковка в стиле Amazfit. На ней есть изображение, краткие характеристики и название модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство пользователя. Вес смарт-часов 39,5 граммов, а габариты 38 на 45 на 11,4 мм. Ширина ремешка 22 мм. Размер от 155 до 210 мм. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на YouTube канал с колоколом, который вы сейчас смотрите, написать любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Если победите, я вам напишу. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. Поставляется Bip U5 Unity в единственной расцветке корпуса, которую вы наблюдаете на экране. Корпус смарт-часов выполнен из матового пластика, также есть вставка из нержавеющей стали с глянцевым и зеркальным покрытием, и она, к слову, довольно маркая. Внешние смарт-часы выглядят хорошо, к плюсам также отнесу, что модель довольно тонкая. Безеля нет, экран не утоплен, но он покрыт закаленным 2,5D стеклом с неплохим олеофобным покрытием. Сборка устройства хорошая, да и по качеству они тоже отличные. Смарт-часы при носке не ощущаются, как и во время сна. На руке смотрятся аккуратно, ремешок качественный, выполнен он из силикона. Крепление у него стандартное, так что заменить на другой ремешок возможности есть. Застежка у него классическая, с вырезом для того, чтобы прятать конец ремешка вовнутрь. Застежка выполнена из пластика. И ремешок не натирает, но запястье под ремешком слегка потеет. Далее, на корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья, такие как биотрекер PPG с поддержкой измерения SPO2 и трехосевой акселерометр. Также с правого торца расположили одну физическую кнопку. В стоке она выполняет функцию перехода в меню и возврата. Зажатием можно перейти к тренировкам. Переназначить команду возможность есть. Также в рекламе можно заметить информацию о поддержке Amazon Alexa, но в стоке данная функция не работает. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT-дисплеем на 1,91 дюйма с разрешением 320 на 380 точек. Все как у модели Amazfit Bip 5, только экран плоский. Рамки заметные, но куда еще больше заметен подбородок, к сожалению. Плотность пикселей 260 ppi, скроллинг не совсем плавный, но при этом пользоваться смарт-часами довольно удобно, так как система не фризит. Операционная система ZEP версии 3.0, перевод не совсем корректный, но шрифт довольно хорошо читаемый. Автоматической регулировки яркости на борту, к сожалению, нет. По моим замерам, экран с включенным фонариком выдает 560 люксов, а в системе 520 люксов, что для данного типа экрана очень даже хорошо. При прямом попадании света на экран яркости хватает, и в солнечный день пользоваться часами можно без каких-то проблем, но большого запаса по яркости нет. Автовыключение экрана максимум можно настроить до 30 секунд, а функцию постоянно включенный экран до 20 минут. При поднятии запястья экран включается стабильно и довольно корректно, плюс можно настроить данную функцию. Также экран можно включить тапом и выключить, накрыв ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость экрана, громкость, воспользоваться фонариком, включить режим «Не беспокоить», режим «В театре», заблокировать устройство и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. И, к слову, первый виджет, который открывается свайпом слева направо, это удобная панель, которую можно настроить под себя. Как и сортировать меню. Настроить панель быстрого доступа и сами виджеты. Далее, в меню есть телефонная книга, набор номера и недавние вызовы. Добавить контакт можно через приложение. Далее есть карточка участника. К примеру, можно добавить скидочную карту вашего любимого магазина. Погода с подробным прогнозом, музыкальный плеер, через который можно регулировать громкость и управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне. Но выделенной внутренней памяти на борту нет, и загрузить музыку на сами смарт-часы не получится. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, поиск телефона, список дел, приложение для заметок, таймер и секундомер, которые могут работать в фоновом режиме. Bluetooth-кнопки для удаленной фотосъемки в паре с Android-смартфоном я не обнаружил. К плюсам я отнесу, что есть две игры, ко всему они нестандартные, так как в основном я привык видеть что-то подобное Flappy Bird. Также очень удобно, что в приложении на смартфоне можно перейти в магазин, где можно скачивать различные доступные приложения, к примеру,
калькулятор, мини-игры и не только. Далее в настройках, кроме вышеперечисленного, также можно найти настройку звука и вибрации. Вибромотор очень хороший, но не топовый. Настроить силу вибрации возможность есть, как и создать свою собственную вибрацию. Далее можно выбрать стиль меню и настроить функцию утренние новости, в которой каждое утро можно будет просматривать информацию о погоде, заряд аккумулятора, время сна и не только. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно и без причины не отваливаются. Подключить внешнее Bluetooth устройство и подключить смарт-часы к Wi-Fi возможности нет. Что касается спортивной части, режимов на борту более 120 видов, отслеживание плавания также на борту, как и автоматическое распознавание активности с настройкой чувствительности данной функции. Перед началом тренировки есть возможность воспользоваться некоторым количеством различных настроек и функций для тренировок. Также удобно, что есть возможность пользоваться музыкальным плеером во время тренировки и то, что тренировку можно свернуть, но ее необходимо поставить на паузу. BIP5 Unity не оснащены спутниковым позиционированием, за что минус, то есть GPS здесь встроенного нет. Для удобства также есть ПАИ, журнал тренировок, активность, статус тренировки с показателями VO2 Max, восстановление и нагрузка, и напоминание о необходимости размяться. BIP5 Unity пульс, как и кислород в крови, у воздуха не нащупывают. Пульс может работать в ручном режиме и в автоматическом с периодичностью в 1 минуту. Кислород в крови измеряется в ручном режиме и в автоматическом во время длительного состояния покоя. Также есть автоматическое измерение уровня стресса с интервалом в 5 минут. Вручную его тоже можно измерять. Удобно, что данные функции можно настроить прямо со смарт-часов. Графики на смарт-часах отображаются, а подробнее с мониторингом показателей здоровья можно ознакомливаться, разумеется, в фирменном приложении. В плане корректности измерений все так же, как BIP5, погрешность есть, но в допустимом диапазоне. Сон мониторят они отлично, как и все фазы сна, а также дневной сон. Плюс есть бета-функция отслеживания дыхания во время сна и такие функции, как дыхательные тренировки, мониторинг менструального цикла и измерение 3 показателей одним касанием. Далее, функция Bluetooth вызова на борту. Входящий вызов можно сбросить, ответить на него, включить беззвучный режим или воспользоваться быстрыми ответами. Микрофон и динамик показали себя хорошо. В целом, для коротких разговоров в не особо шумной обстановке их будет достаточно. Уведомления приходят моментально, смайлики полноценно не отображаются, а иконки приложения отображаются хорошо. Отвечать на уведомления можно смайликами и заготовками, которые можно персонализировать через приложение, как и в случае с быстрыми ответами для звонков. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 10 минут, как и в BIP5, за 24 часа уходит в среднем 20% заряда, и в обыкновенном сценарии использования они прожили у меня 4 суток. Далее, водонепроницаемость IP68, после моего тестирования на водонепроницаемость смарт-часы не пострадали, принимать душ и так далее, вместе с ними можно спокойненько. Но купаться в соленой воде или ходить в баню я не советую, а также я бы подальше держал их от горячей воды, ну и от перепадов температур. Летим дальше. Amazfit BIP5 Unity работают в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, кроме сна. Для результатов мониторинга сна выделили отдельную вкладку. Третья вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых достаточно много. Любую другую фотографию на заставку поставить можно. Также можно установить циферблат с портретом, установить пользовательские циферблаты и кликабельные. Помимо перечисленного есть настройка часов и обновление прошивки. Мне, к слову, обновление уже прилетало. Минусы: хотелось бы AMOLED-экран, большой подбородок, нет GPS-навигации, нет NFC, нет выделенной внутренней памяти для музыки, смайлики полноценно не отображаются. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Сейчас очень много веселых цен на Алишке. На распродажах все всегда очень хорошо обещают, но не всегда дают. Нижний ценник для Poco M6 Pro, хотя обещали в 12 тысяч, он был в 12 600. Но опять же, цены приятные. Все равно. Резюмирую. Умные часы Amazfit BIP5 Unity — это копия BIP5. Из изменений — это прямой экран, отсутствие GPS, а в остальном это такие же часы. Рассматривать данную модель можно только в том случае, если вы их найдете дешевле, чем BIP5, так как на данный момент у них одинаковая цена, что очень странно. Смысл в них отсутствует. С другой стороны, я видел ниже ценник у BIP5, поэтому советовал бы обратить больше на них внимание. Будем надеяться, образумятся рано или поздно. От меня девайсу максимально скромная, да, как говорится, все танцует от цены. И напоминаю, что на канале появился недавно обзор на Mi Band 9, скоро будет обзор его настройки. Очень советую начинать всегда с браслетов, а потом уже переходить на любые часы. Дешевые, дорогие, неважно, чтобы понять, будете вы этим пользоваться или нет. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.